thought I would talk to you a little bit about another case example. Сейчас я хочу с вами поговорить об еще одном примере, об еще одном случае работы. And this will be a little bit of an example for your final project. И это будет примером, тоже относящимся к вашему финальному проекту. And also an opportunity for us to discuss maybe some of the issues about this case. И это возможность для нас обсудить некоторые аспекты этого случая. About, for instance, about pastors who do counseling. К примеру, в том, что касается пастырей, которые проводят консультирование. Or pastors who try to help people with problems. Или пастырей, которые стараются помогать людям в разрешении проблем. So I'd like to tell you the story from my life. Я хочу вам рассказать историю из моей жизни. And we're going to call the lady's name Sadie. Мы назовем эту женщину Сейди. And I met her first when I was a pretty new pastor. I had come out of seminary. Я встретила ее впервые, когда я был очень молодым пастырем. Я только недавно закончил семинарию. She was about 30 years old. Ей было около 30 лет. She was not married. Она была не замужем. She had a daughter around 10 years Ее old. дочке было около 10 лет. She'd never been married. Она никогда не была замужем. And she had a mother who was living in a nearby suburb of Chicago. И у нее была мама, которая жила в окраине Чикаго, возле окраины Чикаго. And we were living also in a suburb of Chicago. И мы тоже жили на окраине Чикаго. And she had two brothers that also lived in the area. И у нее тоже было еще два брата, которые жили в этом регионе. She was kind of tall. Она была довольно высокая. And a little bit overweight. И с небольшим излишним весом. She could be very engaging and very friendly. Она была очень склонна вовлекаться в отношения и очень дружественно настроена. And if I had met her later, если бы я встретился с ней позже, I might have dealt with her in a different way. Я бы по-другому с ней строил отношения. If I met her today, I might deal with her in a different way. Если бы я встретил ее сегодня, мое взаимодействие с ней сложилось бы по-другому. But this was early in my pastoral ministry. Но это было на ранних этапах моего пасторского служения. And I felt well prepared. И я чувствовал, что я был очень хорошо подготовлен. Maybe I was a little proud. Может быть, я был чрезмерно горд. I had been in seminary. Я учился в семинарии. I had a master's degree, Master of Divinity degree. На тот момент у меня был степень мастера богословия. And I had a Master of Arts in Counseling. И у меня еще и была степень, магистерская степень в консультировании. And so it was my job, it's my responsibility to help anyone that I could help. И в моем понимании, моей работой и моей ответственностью было оказать помощь всем, кому я могу помочь. And she needed a great deal of help. Ей нужно было очень много помощи. She often was in crisis of one kind or another. Она часто переживала кризис один за другим. She was promiscuous, and she had a lot of men in her life and a lot of drama about these men in her life. У нее был промискуитет. То есть у нее было много очень мужчин в ее жизни, множественные сексуальные связи и много драмы, связанной с этим. There were several times when she was suicidal. Несколько раз она была суицидальна. And she would call for help late at night for a ride to the emergency room. И она поздно могла звонить, просить меня о помощи, чтобы я отвез ее туда, где оказывают скорую помощь. So she took up a lot of time and energy out of my time. Она забирала очень много времени и энергии у меня, When I suggested she needed some spiritual help, she was very willing to pray with me. Когда я высказала предположение о том, что ей нужна духовная помощь, она проявила большую готовность молиться вместе со мной. When I thought maybe Satan was attacking her, she was very willing to pray as well. Когда я сказал, что, возможно, сатана атакует ее, она тоже была очень готова молиться. And she wanted a lot of help. Она нуждалась в очень большом количестве помощи. She also went to the hospital a lot for physical problems. Она часто обращалась в больницы по поводу своих проблем с физическим здоровьем. She would go to one hospital for one problem. Она ехала в одну больницу решать одну проблему. And then another hospital for another problem. Потом в другую больницу решать другую проблему. And a third and a fourth as well. И в третью, и в четвертую тоже.
I could never tell if the problems were spiritual, psychological, or medical. Я никогда не мог однозначно определить, эти проблемы были духовного характера, медицинского характера или психологического характера. I think this also reveals something about the medical system. И это также отражает кое-что о системе оказания медицинской помощи, Because in every hospital she went to, потому что в каждой больнице, куда она обращалась, they did a lot of the same tests all over again. они снова и снова проводили одни и те же тесты. It seems, from what I could tell, they never called another hospital that she'd been to. И из того, что я могу сказать, было понятно, что они никогда не перезванивали друг другу, то есть врачи из одной больницы не звонили врачам из другой больницы. And even though I might have been with her there at the hospital, И несмотря на то, что я мог находиться с ней там в больнице, I was never asked anything about her history. меня никогда не спрашивали ничего о ее истории. I could have written a book about her, Я мог написать книгу о ней. and that's kind of what I'm doing right now, isn't И it? это кое-что, что я делаю сейчас. But the hospitals diagnosed her, Но в больницах диагностировали ее, and she went through several surgeries and treatments. и с ней провели несколько операций, она пережила несколько операций и несколько курсов лечения For ailments I'm really not sure today that she even had. по поводу тех проблем, которые я не уверена, у нее были ли на самом деле. And the church was also very helpful to Sadie. И церковь тоже оказывала очень много помощи Сэдди. Of course, I helped her get to the places she needed to go, Я помогал ей ездить туда, куда ей нужно было попасть. and the church gave her money. И церковь давала ей деньги. Now her daughter was somewhat neglected. Ее дочь была в некоторой степени, она в некоторой степени пренебрегала потребностями своей дочери. Although I think she did fairly well in school, Несмотря на это, дочка довольно хорошо справлялась в школе. and I don't think, as far as I know, the daughter was never abused or harmed in any way. И насколько я знаю, по отношению к ее дочери никогда не совершалось никакого рода насилия или никаких повреждений ей не было нанесено. So the end between me and Sadie came after about 3 years. И на окончание нашего такого взаимодействия с Эдди наступило примерно через 3 года. And I can remember sitting down at the kitchen table in my wife's and my house. И я помню, как мы сидели на кухне with your wife? With my wife. С My моей wife was женой? there too. Yes. С моей with her. And with her, yes. С Her ней, and с my моей wife. женой, со мной на кухне. And I remember telling her Я помню, как я сказала ей. that she's going to have to start doing some things for herself. Я помню, как я говорила ей о том, что ей придется начать делать что-то самостоятельно. It was almost like the door closed immediately. И в этот момент дверь закрылась моментально. She very quickly stopped. Она тут же остановилась. Don't she? She very quickly stopped and she quit coming to church too. Она тут же остановилась, перестала ко мне обращаться и перестала ходить в церковь. And she didn't call me for help anymore И either. она больше не обращалась ко мне за помощью. Now, more recently, Недавно, a few years ago, пару лет назад, I attended a funeral for one of her brothers, я был на похоронах одного из ее братьев, and I saw her daughter, и я встретила ее дочь. her daughter's married, she has a very good husband, Ее дочь замужем, и у нее очень хороший муж. and she has a daughter, И у нее есть тоже дочь. and the daughter loves horses. Ее дочь любит лошадей. So the daughter seems to be doing quite well, И выглядит все так, что у ее дочери все хорошо. but Sadie, they told me, is in a nursing home. Но Сэдди сама в доме для престарелых находится. So that's the story of Sadie. Это история Сэдди. I saw some reactions. What do you think is going on with Sadie? Я видел некоторые из ваших реакций. Как вы считаете, что происходило с Сэдди? Would you give a diagnosis? Поставили ли бы вы ей Would you диагноз? suggest a treatment? Предложили ли вы бы какое-либо лечение? What things do you think I did right? Как вы думаете, что я сделал правильно? What mistakes do you think I might have made? Какие ошибки я совершил? Основная ошибка, что это было через 3 года. The key mistake is that it happened in 3 years. That it took you 3 It years. took me 3 years to figure it out. Что ушло 3 года, чтобы определить, Right? что нужно. Like I said, maybe it's related to my pride Возможно, это было связано с моей гордыней. that I mentioned at the beginning. Как я упомянула в начале,
желание спасти мир. Your desire to save the world. That's right. Мгм. Yes. I can't save everyone, right? Я не могу спасти всех. And I can only help people who want to help themselves a bit. Я могу помочь только тем людям, которые сами хотят помогать себе. So maybe I was a little too ambitious. Возможно, я был чересчур амбициозен. What else do you think? А что еще вы думаете? Would you give this lady a diagnosis? Do you know enough to give a diagnosis? Поставили ли вы бы ей какой-либо диагноз? Знаете ли вы о ней достаточно, чтобы поставить ей диагноз? Anxiety? Тревожность? Depression? Депрессия? Demon possession? Она была одержима. What do you think? Было бы интересно пройти по Адлеру, поискать источник ее невроза. It would be interesting to go through to look at her from the Adlerian's perspective and to find source of her neurosis from his perspective. This was before I went to the Adler school. Это было до того, как я учился в школе Адлера, потому что школа Адлера это была уже аспирантура. I think that Adler taught me to be much more skeptical about people. Адлер научил меня быть гораздо более скептически настроенным по отношению к людям. On the one hand, I think that Adler was very optimistic about people. С одной стороны, я думаю, что Адлер был очень оптимистичен по отношению к людям. But on the other hand, I think Adler was aware of the fact that we can deceive ourselves. Но с другой стороны, Адлер знал, что мы можем обманывать себя. And we can pretend that we have good intentions И мы можем притворяться, считая, что у нас хорошие намерения, when we don't really have good intentions. когда у нас на самом деле нет хороших намерений. So I think I might have treated her differently after I'd gone to the Adler school. И я бы, скорее всего, по-другому относился к ней, если бы я встретил после того, как я прошел обучение в университете Адлера. What else do you think? Что еще вы Can you think думаете? of a diagnosis for this person? Does anything stand out to you? Может, возникает ли что-то у вас идеи о диагнозе, который можно было бы поставить этому What do you человеку? think about the suicidal gestures? Что вы думаете о суицидальных проявлениях? What do you think about the unstable relationships with men that she had? Что вы думаете о нестабильных отношениях с мужчинами, которые у нее были? Drug addiction? Это связано с потреблением There was наркотиков. no real evidence of drug addiction, I don't think. Не было никакой информации о том, что она была наркоманом, что она страдала от наркомании. What do you think about me spending so much time with her? Как вы думаете, что обо мне в связи с тем, что я проводил с ней так много времени? Она хотела много внимания, она относится к тем людям, которые придумывают болезнь, верят в свою болезнь, втягивают других и очень много внимания других получают. So she wanted a lot of attention, she believed in her disease, I don't know what's the term for that, she's saying. She believed in her disease and she kind of makes others believe in her disease, and then she requires and she's just sucking energy and attention from other people. Get the more attention and to get things from other people. И также с целью получать что-то от других людей. She seemed to act like she was very helpless. И она вела себя так, как будто она была очень беспомощной. Она искала в мужчинах возможность получать от них что-то. Мужчины это чувствовали, не могли с ней долго вместе быть. So she was looking that she had many male partners, because she was looking for a way to get something from them, and they felt that she's trying only to get something from them, so they could not stay with her. А ее заболевания, это, возможно, на физическом уровне проявлялись, но имели психосоматический характер. So her disease, even though there were physical manifestations for them, but they were kind of psychosomatic. Yes, sounds like, I think maybe so. Because she was trying to get something from the hospital too. Возможно, так, потому что она стремилась что-то получить в больницах тоже. I always got this idea that she would never be satisfied. И у меня все время было ощущение, что она никогда не будет удовлетворена, что ей всегда будет мало. То, что касается отношений с вами, с церковью и с Богом, что она хочет получать то, что она хочет, когда она не получает, она останавливает отношения и уходит, и она хочет манипулировать людьми, церковью и Богом, возможно. So what is concerned with relationship with you, maybe it's also concerned with her relationship with overall with church and with God, that she wanted to get something from people and she's not getting it, or from God and she's not getting it, she's just stopping and just leaves the relationship, and she's very good at manipulating. She wanted to manipulate you, church and God as well, probably.
I was manipulated quite a lot. I Она think. очень много манипулировала мной. Thank you. Когда вы озвучили ей, что ей нужно делать что-то самостоятельно, вы попали в точку, потому что она это, возможно, и чувствовала сама, но по-другому не умела и не хотела, и она сразу сказали вслух, она да, и она сразу ушла. So when you said that from now on she needs to learn to do something on her own, she felt like you told her something that she deep inside knew about her, but she was kind of unable to do it, so you kind of found the right description of her and she just left. Yeah, I found a way for her to leave, to get her to leave. Я нашел способ, как избавиться от нее. But I kind of wonder after all that time how much I really helped her. Но мне интересно, вот сколько все-таки, насколько я смог ей на самом деле помочь. How could I have done better? Что бы я мог сделать по-другому? Как What бы would я you мог лучше suggest? поступить? Что бы вы предложили сделать? Были ли у кого-либо из вас клиенты вроде этой женщины? Возможно, что вы много внимания уделяли ей, но не обучали ее решать ее проблемы, и только через 3 года сказали ей, что ей нужно это делать самостоятельно. Научили ли вы ее, как ей это делать изначально, и говорили ли вы об этом раньше? So maybe you were not telling her that she needs to solve her own problems on her own, she needs to learn how to do it previously. Maybe you were doing a lot helping her to solve them, but you didn't really teach her how to do it. I was solving the problems, but I You were wasn't teaching her how to solve them. Я решал проблемы, но я не обучал ее, как решать проблемы. What do you think about her relationship with God? Как вы думаете, что вы думаете об ее отношениях с Богом? Good. Вопрос. Знала ли она Христа? Спрашивала ли она вас о нем? Did she know Christ? Did she ask you about Christ? She made a profession of faith. She said that she believed in the Lord, in Jesus. Она сказала, что она верит в Иисуса Христа, что она принимает его как своего Господа Спасителя. Does that sound genuine to you? Does it sound real? Звучит ли это для вас как что-то искреннее, как то, что действительно имело место? Христос был не целью, а средством. Christ was not a goal for her, but a meaning to get something. A means to get something. So it doesn't look like there was a lot of fruit in her life. Не похоже на то, что в ее жизни было много плода. It doesn't mean that she doesn't have any relationship with Это не Christ. значит, что у нее никаких не было отношений But с Иисусом. But maybe it's kind of shallow. Но, возможно, они были достаточно плоскими. That she doesn't look at, like you said, she doesn't look at Christ as the goal, but the way to get to the goal. Она смотрела на Иисуса не как на цель, а как на средство для достижения своих целей. Она не была возрождена, so she didn't burn again. She was not born again. Born again. Maybe not. Maybe not. It seems like she was in a way an empty person, a person who was kind of hollow Она выглядела как пустой человек, and always hungry. И всегда вечно голодный человек. Maybe being a little overweight. Maybe I don't know. И, возможно, ее избыточный вес тоже с этим был связан. But that she could never get enough of things. Ей никогда не было достаточно того, что она получает. What do you think of the fact that her daughter was pretty normal? Что вы думаете о том факте, что ее дочка была довольно нормальной, так сказать? I mean, the daughter didn't have a father. У дочери не было отца. That I know, but По крайней мере, я не знаю, чтобы она знала своего отца. But she grew up fairly normal. Она выросла довольно нормальным человеком. Это случай, когда она должна была рано повзрослеть и взять, вынуждена была рано повзрослеть и взять ответственность в свои руки. So that's the case when her daughter had to become grown up very early and to take responsibility in her hands. I think that's true. I think Да, я думаю, что это так. that the daughter became responsible at an early age. Да, что дочка стала ответственной в очень раннем возрасте. But it doesn't seem like the daughter was abused. Но не похоже, что дочка пережила какое-то насилие Or victimized in a very bad way. или она стала жертвой какого-либо рода. То есть нельзя сказать, что она как-то пострадала сильно. But she became a fairly responsible Но person. она стала довольно ответственным человеком. Может быть, по благодати были хорошие учителя. Maybe she was just by God's grace blessed to have good teachers, good school. The church was helpful to her. Церковь очень была полезна People для in the нее. church loved her. Люди в церкви любили ее, принимали ее.
This brings up something I think about the church that's very important. И это поднимает еще одну важную тему о церкви, которую я считаю очень важной. Maybe any one person, a person like this could exhaust, could use up. Что человек наподобие этой женщины может высосать все ресурсы. But the church is a wider, a larger resource. Но церковь является большим источником, большим ресурсом. And also when we share, like we're doing now, we're sharing advice and critique about the case. И когда мы делимся с вами наподобие того, как мы делаем это сейчас, говоря о том, что можно было бы делать, какую помощь можно было бы ей оказать, советуемся и делимся критическими замечаниями. The church has many opinions. В церкви есть также много разных мнений. And many different experiences. And the church has people who come at the same question from a variety of directions. И много разных видов опыта и много разных подходов от людей, которые подходят к одним и тем же вопросам с разных точек зрения. So the wisdom of the church Мудрость церкви is greater больше, than one person, больше, чем мудрость одного человека. even someone with 2 master's degrees. Даже больше, чем мудрость кого-то, у кого есть две магистерские степени. Как это? Maybe if I had shared this work with more people in the church, Возможно, если бы я тогда поделился этой работой, делегировал часть этой работы большему количеству людей в церкви and gotten advice from more people in the и church, получил совет от большего числа людей в церкви, maybe we would have had a better outcome with working with this person. возможно, был бы более конструктивный исход в работе с этим человеком. Although the church was useful, the church was helpful to the daughter, I guess. Но церковь была очень полезна для ее дочери. В медицине есть форма консилиум, so that's why in medical specialty we have such a form called concilium, you know, when we have I'm sorry. such a form of cooperation between doctors, which is called concilium. I don't know, you know, Right. like We a say, council between doctors. in America we say interdisciplinary. You know, В- we have the sociologist, and we have the social worker, and the psychiatrist, and the surgeon all working together. В Америке это называется междисциплинарная работа, когда команда, состоящая из представителей разных профессий, таких как социальный работник, психиатр, доктор, работают вместе. And that was one of the problems that we had when I took her to the hospital. Это одна из проблем, с которой я сталкивался, когда отвозил ее в больницу. Each doctor did his work, but we didn't get an opportunity to consult with each other. Каждый доктор проводил свою работу, но у нас не было возможности всем вместе посовещаться. And this is another lesson for us that all the disciplines that touch a person's life, that they all need to be talking with each other. И это очень важный урок для нас о том, что представители профессий, которые соприкасаются с жизнью человека, должны сотрудничать и находиться в диалоге. I keep coming back to this question of diagnosis. Would you think of a diagnosis here? Я возвращаюсь к вопросу о диагнозе. Можете ли вы все-таки попробовать сформулировать возможный диагноз? I think there were lies. We might say factitious disorder. Is that right? Я мог бы сказать, что была ложь, были некоторые фиктивные расстройства. We were thinking of there were some psychosomatic things. Есть некоторые психосоматические Maybe- проявления. Maybe some of Возможно. these physical disorders were of a psychosomatic nature. Некоторые физические расстройства имели психосоматический характер, возможно. Psychosis? Психоз, возможно. Психопатия, может быть, нарциссическая. Психопатия, нарциссическое расстройство, maybe psychopathic, Psychopathic personality. You yeah, mean, or you mean narcissistic personality. I'm sorry, narcissistic? Narcissistic. Yeah. Социопатия, психопатия. Mhm. Sociopathic or psychopathic. Psychopathic. That is a person who has a very small conscience. Это человек, у которого очень мало развита совесть. Yeah, I think that fits. Это очень подходит. Диагностируемое понятие. Это очень сложно диагностировать. It's very hard to diagnose consciousness. Right. But there very seldom much sense of guilt. Но есть очень мало чувства вины у такого человека. Мне нравится экзистенциальная терапия, которая работает со смыслом жизни. Хорошо было бы ее направить на то, чтобы она делала что-то полезное для общества. I like
existential approach in psychotherapy, and it would be really great to direct her to do something good for society. Что к нам в центр обращалась в миссию женщина с похожим характером, и я немного ее вела, и была встреча совместно с тем, кто диагностировал ее, с ней и со мной. So in our mission we had a lady who had similar kind of character who turned to us for help, and I was working with this case, and I also had a meeting with her, the other person who diagnosed her, so 3 of us. I could see where a person like the person I was talking about could become very angry when they hear that. Я могу представить, как человек, подобный, похожий на человека, о котором я говорил, может очень сильно разозлиться, когда слышит нечто подобное. Because they'd say, why do you expect me to do this? I can't. Потому что он говорит, почему вы ожидаете, что я могу это сделать? Я же не могу. And really, I had a sense of you betrayed me, you hurt me. И у этого человека возникает чувство, вы предаете меня, вы раните меня. Я с такими людьми постоянно встречаюсь, они вообще не хотят, они никак не мотивированы. Если можно за них делать кому-то, это люди, осужденные люди, люди, бывшие зависимые. И они приходят в церковь, они по 20 лет члены церкви, они стараются только взять от других. У них нет мотивации что-то сделать самим, если за них могут другие сделать. Они привыкли, как-то. Я очень часто встречаюсь с такими людьми, это часто среди бывших осужденных, бывших зависимых. У них нет мотивации что-то делать самим, они приходят в церковь, они могут по 20 лет быть членами церкви, но все время стремятся что-то взять от других. So I often face such people. There are many of them among those who were in prison and among those who suffered from some kinds of addictions. And they can be, for 20 years, they can be members of church, but they are motivated only to get something. They're like consumers and very good manipulators, and they don't want to serve, to do something for somebody. I think this is one of the answers that Dr. Adler would have to this sort of thing. Это один из ответов, который мог бы предложить доктор Адлер. Which you mentioned and was mentioned back there. И то, что вы упомянули, и там тоже об этом упоминали. And that is the value that there is in a person's life in doing something for other people. И ответ заключается в ценности для человека Without того, что он делает что-то для других людей. Without always having to get something for yourself. Без необходимости всегда что-то получить взамен для себя. In that way, I think we mentioned before maybe sociopathic. И в этом смысле мы ранее упоминали социопатов, that kind of or narcissistic. Или людей, страдающих от нарциссического расстройства. Where the person is really focused on themselves. Когда человек сфокусирован в первую очередь на себе. And maybe it's, well, I don't know, they won't, they will not, or they cannot focus on the needs of other people. И, возможно, они не хотят, не могут, And of course, не фокусируются на потребностях других людей. well, so people like this can certainly take a lot of our time and resources. Люди могут требовать от нас того, чтобы мы посвящали им большое количество времени и наших ресурсов. And I don't think that's to say we shouldn't help people. Это не значит, что мы не должны помогать людям. I think we have to keep in mind that God sends His rain or snow on the just and the unjust. Мы должны учитывать, что Господь дает свой дождь и солнце как на тех, кто ведет себя справедливо, и на несправедливых. And that Jesus doesn't save us because we deserve it. Иисус спасает нас не потому, что мы этого заслуживаем. But then on the other hand, I can't and we can't all save the world. Но с другой стороны, я не могу, и мы все не можем спасти весь мир.